Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Каким же будет ваше новое знакомство? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии побольше для продвижения канала. Итак, смотрим, в каких же энергиях вы пребываете, что же о вас поведает Таро. Сегодня мы будем снова использовать эти мои любимые, такие необычные карты. Смотрите, в вашей жизни произошел, знаете, это... Произошел либо же разрыв, либо же развод, но опять же, это была, знаете, это была ваша очень личная и очень глубокая боль. Вы человек, который не будет рассказывать направо-налево, как вам плохо. Даже сейчас, может быть, у кого свежие раны, кому-то очень плохо. Многие могут даже... знаете, могут поделиться своим жизненным опытом, потому что вы очень много пережили в своей жизни. Это и финансовые проблемы, через которые вы прошли. Это могут быть, проблемы в семье, я уже озвучила, да. Здесь могут быть проблемы, как раз вот, кстати, после вашего разрыва, развода, могут быть серьезные проблемы по здоровью. Когда именно из-за стресса подкосило очень сильно. У кого-то могут быть даже такие, знаете, моменты, когда стоял вопрос, может быть, ложиться в больницу, кто-то в больницу неврозов, кто-то понимал, что еще чуть-чуть уедет крыша, вот в таком плане, да. Здесь могут быть и сердечно-сосудистые заболевания. Сердечко стало, я думаю, у вас пошаливать, либо же давление вот после вашего разрыва. Здесь могут быть нервно-психические, вот психологические даже такие вот проблемы, да. Далее, вы человек, скорее скрытный, я бы назвала, да. Вот помимо того, что я уже назвала, какие-то вот свои неудачи, там неурядицы, да, вот вы особо не рассказываете. Вы человек, который вообще какие-то свои дела, свои, не только проблемы, вообще всю свою жизнь вот вы стараетесь особо не афишировать. Причем вы даже с близкими такими вот друзьями-приятелями вы до конца не делитесь. Есть такой момент, когда вы... Помимо того, что вы решаете вообще все сами, да, вы не любите просить о помощи, потому что вы считаете, что это, слабость, да, для мужчины. Хотя, это с какой стороны посмотреть, я считаю, допустим, мужчина тоже человек. И какой самый сильный бы ни был мужчина, иногда бывают такие ситуации в жизни, когда хочется какой-то поддержки, опоры, да. Понятно, что это должна быть поддержка, но реально по-настоящему близких, родных людей, да. У кого-то это очень близкие друзья, проверенные друзья. У кого-то это реально там сестры, братья, там родители, может быть. Поэтому я считаю, если уж совсем плохо, в этом ничего плохого нет, в принципе, поделиться-то можно. Тем более вы разгружаете, вот когда делитесь, вы разгружаете свою психику от перегруза, от напряжения, да. Я сейчас вот отступила, уж простите, немножечко от темы, просто я не могу, это очень важный момент и касается как раз и вашего здоровья. Смотрите, почему женщины... когда у них что-то не складывается, когда какие-то проблемы, да, мы постоянно это выговариваем, мы хотим поболтать, нам нужно с кем-то поделиться. Потому что когда вы делитесь, вы снимаете это напряжение, которое у вас есть внутри. Мужчины делиться не любят, потому что почему-то с детства считается, что это не по-мужски. Ты же мальчик, ты не должен плакать. То есть постоянно идет зажим. В нашем обществе неправильное воспитание с детства, еще чуть ли не с пеленок, да? Мальчики не плачут, никому не говори, ты что, как это ты показал свою эмоцию, как это ты должен это все в себе держать, ты же сильный. Но это неправильно. Я считаю, это неправильно. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Я не говорю, что да, с мужчинами там сюсюкаться, либо же с мальчиками надо. Нет. Но все равно должен какой-то быть немножко другой подход, потому что, смотрите,
из вот этих вас, как же сказать, чтобы было вам по-простому и по-понятному. Из-за того, что вы в себе держите все эмоции, да, вот вы не выговариваете, не проговариваете, вы не выплескиваете вот этот негатив, свое напряжение, когда вам плохо. Вы начинаете заболевать на физическом уровне. Отсюда у вас проблемы с сердцем, с давлением, не спите ночами, там еще какие-то болячки начинаются. То есть вот маленький такой совет. Когда вам плохо, ну, может быть, хотя бы иногда проговаривайте, пусть там с самыми близкими друзьями, может быть, родители, у кого есть, ну, нормальные отношения с родителями, да, у кого живы родители. То есть это очень важно, не копить в себе. Либо же пойдите, ну, хотя бы, я не знаю, там, ну, бойцовскую грушу побейте, да. Хотя бы как-то, это такие вот психологические лайфхаки, да. Либо же, ну, я не знаю, этот, конечно, следующий способ, он вроде, вроде бы и смешной, простите, вроде бы и смешной, но в то же время он очень такой действенный. Смотрите, когда вы можете, ну, если есть возможность, конечно же, вы можете поехать, ну, какое-то в чисто поле, да, там, где нет людей, и просто вот прокричаться, вот просто поорать изо всей силы, вот как можете только. Кому-то это смешно будет, кому-то это глупо будет, но это разные психологические способы, как избавиться от напряжения, от страданий вот этих, да. Понятно, что полностью страдания не уберутся. Боже, наговорилась сегодня. Горло уже просто не выдерживает. Так, далее. В вашей жизни, знаете, вот как-то слишком много холодности было от людей. У кого-то это может проигрываться холодность от женщины, да? У кого-то это может быть холодность даже может быть с родителями связано. Я ни в коем случае никого не хочу обижать, да, родители это святое. Но, тем не менее, здесь может такой момент проигрываться, что не очень хорошие отношения были, либо же с матерью, с отцом, именно вот в моральном таком плане, да. То есть, возможно, с детства кто-то из вас не чувствовал вот именно материнского тепла. Ну, я имею в виду, когда вот мать, знаете, маленького мальчика там обнимет, поцелует, да, когда вы еще маленький, да, ну там, я не знаю, до подросткового возраста. То есть именно вот тактильности не хватало. Тактильный контакт, он очень важен. Очень важно, да, почему говорят детей, почаще обнимайте, они слишком быстро вырастут. Обнимайте, пока они маленькие, целуйте их. Хотя я вам скажу, что даже когда вырастают некоторые там девочки, мальчики, без разницы, все равно есть родители, которые, ну понятно, что уже не будут так сюсюкаться, особенно с мальчиками, но все равно как-то, допустим, когда ребенок идет там в школу, в институт, могут все равно чмокнуть в щечку, да, либо же когда приходит тоже поцеловать, обнять, да, как ты, что ты, расспросить. То есть вот это материнское тепло, которого, возможно, некоторым из вас не хватало. Такой момент тоже может быть. То, что с женщиной холод, это я даже не берусь, даже анализировать не хочу, потому что я понимаю, что сейчас я буду бередить ваши раны. Ну, коротко скажу, буквально в нескольких словах. Да, это женщина эмоционально холодная, которая была в вашей жизни. Была да сплыла. Это женщина, которая не давала вам, ну, даже, я думаю, скорее это в последнее время было, она не давала вам много чего, именно как женщина. Я даже сейчас не про интим беру, той самой заботы, нежности, ласки, да, вот она не давала в полной мере, когда эта женщина дает любящее, да, когда эта женщина в нормальной семье, в нормальных отношениях. У вас даже, знаете, вот идет... Даже сейчас у вас идет острая нехватка тепла, вот тепла во взаимоотношениях. Даже та ситуация, возьмем, да, поскольку общий расклад, если некоторые из вас сейчас пребывают в отношениях, то вы не чувствуете особого тепла от женщины. Скорее какой-то холод может быть. Могут быть конфликты, безразличие, какой-то, ну, пофигизм, знаете. То есть здесь очень много по жизни было
холода, именно холода от окружающих. У каждого это будет, еще раз говорю, по-своему, потому что общий расклад. Далее. Вы человек довольно домовитый. Вот для вас дом – это ваш надежный тыл. Так всегда было, так есть и так будет. Дом для вас превыше всего. Вот вам не нужны какие-то пьянки, гулянки, да? Когда у вас были нормальные отношения, да, вот нормальная семья, вам намного комфортнее побыть, либо же там вдвоем с женщиной, да, либо же это в семье с детьми, с женой побыть, вот именно дома, вот домашний уют для вас очень много значит. Вы вообще такой человек, который всегда все тянет в дом. Вот единственное, что сейчас в вашем доме не хватает хозяйки. Вот хозяйки, именно женщины, которая могла бы по праву называться хозяйкой вашего дома. Даже если у вас есть, я понимаю, что некоторые, да, имеют каких-то девочек, ну, однодневочек я их называю, ну, легкие романы, назовем их так. Но это абсолютно не хозяйки вашего дома, и вы даже их таковыми, я думаю, не рассматриваете. Даже те из вас, которые присматриваются к женщинам, которые, ну, тем или иным образом, ну, как-то вот нравятся вам, да, симпатизируете, все равно вы их не рассматриваете, пока вы не рассматриваете их как хозяйку вашего дома и как хозяйку вашего сердца. Здесь нет влюбленности, здесь, ну, чисто страсть, симпатия, вот в таком плане. Чего-то более сильного пока я, к сожалению, не вижу. Хотя, вот знаете, несмотря на то, что вы мужчины, да, вы такие, вернее, да, вас много, в множественном числе буду говорить. Вы настолько вот мечтательный человек, но это ваша такая маленькая тайна, это такой секретный секрет. Вы любите иногда наедине с собой помечтать, да, вот как бы было у вас в жизни, что бы вы хотели, может быть, какой дом новый, либо там, знаете, как многие любят мечтать. Хочу домик у моря, где-нибудь за границей, там еще о чем-то помечтать. Есть такой момент. Какая-то это, знаете, то ли это романтичность, это что-то идет родом из детства. Ну, не зря говорят, что все мы в душе, да, взрослые дети. На самом деле, ведь почему мы дурачимся, да? Мы дурачимся не со всеми, но иногда нам хочется подурачиться. Это тоже все идет родом из детства, потому что ну, мы меняемся только внешне, правда ведь? Меняется оболочка, а в душе все равно мы, ну, как бы 20-летние, так назовем, да? Не хочется никому, конечно, взрослеть, стареть, но, к сожалению, ничего с этим не поделаешь. Итак, давайте-ка посмотрим, каким же все-таки будет ваше новое знакомство. Что же за женщина появится в вашей жизни? Потому что, ну как-то, мне же нужно вас переженить, я же уже вам рассказывала. Смотрите, вы очень сильно боитесь, чтобы ну даже опасаетесь, назовем так, опасаетесь, да, потому что я знаю, мальчики не любят, когда их считают там трусливыми, слабыми и так далее. А вы у меня сильные, вы императоры, помним об этом. Поэтому, смотрите, вы очень сильно... Карта, конечно, шикардосная выпала. Вы не хотите встретить новую змею, вот если по-простому, да, вот змея нарисована. Вы не хотите женщину продуманную, вы не хотите женщину в короне. Да, вам бы хотелось, чтобы она была внешне привлекательная, чтобы она была умная. Кстати, такая женщина в вашей жизни появится. Вот она будет именно умная, причем вот всесторонне развитая. С ней будет очень интересно. Настолько вот она будет интересный собеседник, плюс она такая, ну, довольно упорная вообще во всем, что она делает. Она не будет такая, знаете, переменчивая. Сегодня одно хочу, завтра другое. Сегодня одно делаю, завтра берусь за другое. Нет, она такая постоянная. Это суперская черта. Вообще постоянство это вообще супер, реально, это такая черта, которая везде нужна, и в отношениях, и в работе, в учебе, где угодно. Женщина, которая, ну, она, знаете, она в чем-то даже вот будет, даже
пробивать, вот знаете, как говорят, стену пробьет для того, чтобы своего добиться. Вот у нее настолько упорство, усидчивость, да, вот во всех отношениях. Ну, есть и упертость, конечно, присутствует в отношениях. Пусть вас это не пугает, да, это такая ситуация, ну, к примеру, да, я вот утрирую, просто чтобы вы поняли. Она вот, допустим, вот как уперлась, что вот так вот, да, вот, и никак иначе. Знаете, бывают такие ситуации, может быть, у вас были, да, вот вы будете доказывать, да нет, нужно вот так сделать, а она нет, вот я так знаю, я так вижу, я так понимаю, да, я художник, я так вижу, да, как говорят. Поэтому упертость, конечно, у нее есть. Эта женщина будет моложе вас, вы с ней познакомитесь, причем это будет, ну, скорее, я думаю, это будет либо вечернее время, а может быть даже и ночное, кстати. Не буду говорить, где знакомитесь, пусть интрига будет. Вы знаете, я люблю интриговать. И плюс это общий расклад, да, поэтому у всех проиграется по-разному. Невозможно же, допустим, я вот скажу, вы познакомитесь по дороге на работу, да, и все четко, все там 20 тысяч будут по дороге на работу знакомиться. Ну нет, ну это смешно. Поэтому я не буду уточнять. Далее, смотрите, это женщина, с которой, вот несмотря даже на ее упертость, вот будет вам как-то, ну вот гармонично, вот будет с ней комфортно. Это та ситуация, когда приятно вдвоем помолчать. Я уже не раз говорила, кстати, у вас довольно часто, да, вот если вы заметили, подобный типаж женщин у вас появляется. Поэтому ждем, господа. Это женщина, которая, ну, она вообще... Почему-то она мне напоминает полуночницу, да, она может поздно ложиться, она очень долго может, ну, реально бодрствовать, да, вот, может быть, там что-то читает, смотрит допоздна, что-то делает, может быть, по хозяйству, то есть такая она вот полуночница. Она, я не скажу, что она очень такая активная, подвижная, ну, такая серединка на половинку, вот с ней как раз... Не нужно никуда особо спешить, и она не тупит, не тормозит, как говорят. Знаете, вот есть люди заторможенные. Я сама, честно говоря, терпеть не могу заторможенных людей. Хочется быстренько у них все забрать и быстро самой все сделать. Вот она как раз такая умеренная во всем, да, вот я так уже подбираю слова, чтобы было понятно. Она и не активная, и не пассивная. Серединка на половинку такая. Поэтому женщина, с которой вот реально это будет как-то настолько вот просто, знаете, вот она как-то вам будет напоминать периодически какие-то события из вашей жизни. То ли она на кого-то похожа, то ли это может быть еще знакомство в таком месте, где вы, может быть, там раньше с бывшей знакомились, да, либо же с другой женщиной знакомились. Но будут какие-то моменты вот в ваших отношениях, которые будут напоминать вам о прошлом. Я не говорю, что это ностальгия какая-то, нет, ни в коем случае. Теперь еще смотрите, ну, женщина, конечно же, она любит за собой ухаживать. Она такая красотка, в принципе. Она любит и хорошо одеваться. Она, ну, либо же худощавая, либо, ну, такого среднего телосложения, не толстушка, это точно. Тем более, это настолько все относительно, вот эти все предпочтения. Довольно часто бывает ирония судьбы. Вы, я думаю, по себе, может быть, знаете, или же по своих знакомых, когда мужчина любит полных женщин, а влюбляется в худощавую, да, либо же наоборот. То есть это все настолько относительно, когда сердечко ёкнуло, то все, пиши пропал. Влюбленный волк уже не хищник и уже не охотится. Так, далее. Кстати, ребят, могут проигрываться еще дети. Вот кто хочет, да, кому возраст позволяет, кто хочет детей, у вас есть такой шанс с этой женщиной. Посмотрите, карта любви. Потрясающая карта. И мудрость, да, вот мудрость и любовь.
Это будет ваш такой осознанный подход в этих отношениях. Вы поймете, вот вы не только прочувствуете, что вам хорошо, легко и комфортно с этой женщиной, вот именно вы осознанно будете вступать в эти отношения. Вы, как бы вы ни думали, как бы вы ни сомневались, вот вы просто, ну, сердцем и душой прочувствуете, мозгом просто, как хотите, умом поймете, что это ваша женщина, это ваш человек, с которым можно и в радости, и в горе, с которой, знаете, вот у вас не, ну, в любом случае, даже если вы не захотите жениться, но это будут однозначно длительные отношения. Это уже будет зависеть от каждого из вас, потому что кто-то хочет жениться, кто-то просто живет, ну, а кто-то встречается просто, длительные отношения. Однозначно будут длительные, будет очень много воспоминаний у вас общих, много событий. Причем даже, смотрите, еще такой момент, если вы не были полуночником, вот с ней вы как раз станете тоже полуночником, потому что она будет вас либо же привлекать вместе, может быть, фильм посмотреть допоздна, там что-то еще сделать допоздна, да. Ну, то есть вы поменяете и свой жизненный уклад в какой-то степени. То есть эта женщина будет на вас влиять очень сильно. Ну, еще мышка-нарушка наша пришла на расклад, да. Женщина, посмотрите, вот кто думает, что она будет, может быть, там корыстная, такая сякая, нет. Она очень экономная, да, вот карта даже бережливости у нас выпала. Она бережно относится к деньгам, она не будет их транжирить. Она, кстати, она даже не будет особо требовать подарков у вас. У вас просто будут такие отношения, вы сами захотите ей дарить подарки. Вот захотите, но слишком будет вас тянуть к ней. Любовь это, как угодно называйте. Но я склоняюсь, что это любовь, да, у нас карта любви выпала. Это будет даже не просто любовь, а какая-то, ну, внутренняя тяга, вот зависимость, да, вот хочу быть с человеком 24/7. И вот еще на дне колоды, да, у нас карта выпала. Когда вы будете вдвоем вот стоять на защите друг друга, да, если какая-то будет сложная ситуация, она из тех женщин, которая будет стоять за спиной у вас и подавать патроны, когда весь мир будет против вас. Это настолько редкое качество многих женщин. Эта женщина не сдастся, как бы ни было там проблемы, тяжело, безденежье. Нет, вот ей не страшно. Вот с такой женщиной и в разведку не страшно, с ней реально и в радости, и в горе. Чего я вам всеми желаю, ребятушки, я же вас должна переженить, вы не забыли. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео друзьями и всем пока!